Здравствуйте всем. Записываю ролик сегодня, как обычно, ночью. Время у меня сейчас 2:30 ночи. Так что, если буду запинаться или подтупливать, не обращайте внимания. Просто пока свежие эмоции и хорошее настроение, решил записать данный ролик. Почему хорошее настроение? Ну, во-первых, от проделанной работы. От итога, точнее, проделанной работы. Сказать, что я удивлен, ну, наверное, не сказать ничего. Ну, начну, наверное, все-таки сначала, чтобы было более понятно. Заказала данную плату на AliExpress. Стоит она вообще недорого, меньше 1500 рублей. Почему выбрал именно эту платку? Ну, во-первых, мне было интересно познакомиться более подробно с усилителем на TPA6120. Про него в интернете много разных отзывов, от хороших до плохих. Во-вторых, схема платы, в принципе, ничего критичного здесь нету. Она простая, достаточно хорошая. Вот. Ну и на страничке продавца были весьма неплохие компоненты. Хотя пришло все немного с другими, но об этом позже. Поэтому вот мною была выбрана эта плата, я ее заказал. Пришла она быстро, кстати. Начну, наверное, с первого включения. Нет, начну с подключения. В общем, для нее трансформатор нужен 2 по 12 вольт, 20 ватт вполне хватает. 2 по 12 вольт. Потому что если подключить больше, например, 15, сильно греются резисторы. Вот. Я не знаю, почему у продавца на страничке написано 15 вольт, но 15 вольт прям вот стабилизаторы и резисторы будут кипяток. Вот. Там, в принципе, и в отзывах написано, что нужно 12 вольт на страничке. Вот. Ну, так оно и есть. Теперь о первом включении. Получил я ее. Запаковано было хорошо. При первом включении я был, если честно, немного огорчен. Звук, как бы это мягко сказать, без мата, но это рак ушей. Очень жесткие, некомфортные, высокие частоты. Очень плохая прорисовка в глубину. Звук плоский, бледный. В общем, ничего хорошего. Так, я немножко ее послушал. На этом вечер у меня и закончился. Сегодня у меня выдалось время. Я решил все-таки посмотреть, что можно сделать. Так сказать, как улучшить звучание и возможно ли это вообще. И первое, что я заметил, то что в обвязке операционных усилителей стоят самые что ни на есть дешманские керамические конденсаторы. Немножко поясню. Керамика в обвязке операционных усилителей, да и вообще в аналоге дает очень жесткий на высоких частотах звук. Высокие частоты становятся такие подчеркнуто резкие, некомфортные. Вот. У меня тут номинал, кстати, 100 пикофарад. У меня как раз была Вима на 100 пикофарад, оставалось еще от Сабры, когда я в Сабре менял. Там тоже, кстати, стоит керамика в обвязке операционных усилителей в ток напряжения. Вот их, ту керамику надо менять на пленку. Иначе у вас будут жесткие высокие частоты и некомфортные. Может быть, поэтому, кстати, и ходит молва про Сабру, что она жесткая и резкая на высоких частотах. Да, керамику меняем на пленку там, и Сабра чуть смягчается. Плюс у Сабры звук такой, что к ней надо операционники побасистее и потеплее подбирать. Но это тема другого разговора. Итак, заменил я керамику на пленку. Кстати, вот такая вот
как бы это без мата сказать, шляпа стояла там, вот тут. Ну, это прям вот 2 копейки буквально стоит. Я не знаю, ну, это такое ставить сюда. Ну, ладно. Поставил, включил. И прям вот, хочу сказать, высокие частоты смягчились. Намного комфортнее стали. Более мягче, воздушнее. Уже не было желания снять наушники сразу. Но все равно не было как бы какой-то целостности у звука. Как бы это лучше объяснить. Слитности. Высокие частоты, они были рассыпчатые. Такие. Не было у них слитности в подаче. Что я дальше сделал? А дальше я просто поставил шунты на фильтрующие конденсаторы, на сглаживающие. Шунты я поставил Epcos. Вот. Можно сюда, конечно, поставить и Вима, и Вишай, еще какие-либо, Рифа. Но мне вот именно в качестве шунтов нравится Epcos. Он как бы не особо признан аудиоэнтузиастами. Некоторые прям только его в блок питания ставят или еще куда-нибудь. В звук не применяют. Но мне вот он нравится, лично мне. Нравится он тем, что как бы он чуть-чуть смягчает высокие частоты и чуть-чуть у него небольшой акцент в районе мидбаса. Вот. Ну, в сглаживающих это не принципиально. Здесь у него другая немножко задача. Доделать то, что не может сделать электролит. А именно после шунтов электролитов в питании и замены керамики я включил музыку, одел наушники и офигел. Выглядело, наверное, примерно вот так. Ну, или где-то рядом. В общем, что изменилось? Высокие частоты стали слитными, очень мягкими, воздушными. Очень проработана середина, бас хороший. Звук приобрел какую-то целостность, объемность. Теперь, что касается операционных усилителей. Я, конечно, не все, какие у меня есть операционники, попробовал, но вот скажу точно, что не все играют с TPA 6120. К нему надо подбирать более такие теплые, фундаментальные операционники с таким звуком. Сама микросхема имеет хорошую детальность, если ее правильно приготовить. Но у нее не хватает как бы фундамента на низких частотах. Я не хочу сказать, что здесь нет баса. Нет, вот какого-то вот фундамента у нее не хватает. И у нее излишне детальные высокие частоты, вот характер ее звука. И с помощью операционных усилителей, в данном случае это предварительные усилители для нее, можно очень хорошо отрегулировать звук. Итак, перепробовал я кучу разных операционников, ну не все, конечно, но очень много. И скажу сразу так, вот тут вот написано Oppo 627, я их тоже послушал. Но начну с того, что оптимально здесь Oppo 134. Это, кто не в курсе, одноканальная версия популярного и достаточно старого, но очень качественного операционного усилителя. Очень хорошо он подходит сюда. Звук с легкой теплотой, хорошие низкие частоты. Есть объемность у звука. Достаточно хорошая детальность. Сразу скажу, что в предварительном усилении операционники играют не так, как в ЦАПе.
У них характер, конечно, прослеживается общий, но вот именно здесь 134, Oppo 134 очень хорошо себя показывает совместно с этой микросхемой. И стоит он недорого, и очень хорошо звучит. Также я попробовал Oppo 627, какие здесь написано. Очень круто они здесь играют. Очень хорошая фундаментальность, прорисовка, детальность, точность звука. Вот прям очень хорошо играют. Но как бы цена Oppo 627, если брать новым, а их надо здесь 2 штуки, это получается как цена 2,5 данной платы. То есть, если у вас есть 627, это прям отлично. Если нету, то вот Oppo 134 вполне целесообразное и оправданное решение. Притом хорошо звучит. Далее, еще мне понравилось здесь Oppo 189. Очень у него такой эффект, как бы 3D эффект звука вокруг, объемности. Вот. Но не советовал бы я 189 ставить, если у вас наушники, например, со светлым звуком или слегка подчеркивают высокие частоты. В некоторых моментах может просто звук быть чуть-чуть рисковатым. Нет, он зону комфорта не перешагнет. Ну вот некоторая резкость будет. Далее, вот эти вот переключатели очень влияют на звук. Это коэффициент усиления. И ставя операционные усилители, некоторые надо перещелкивать, чтобы они хорошо играли. Некоторым некомфортно, например, с включенным коэффициентом усиления, и они хорошо играют с выключенным. Вот. Также это еще от наушников зависит, от импеданса. Вот у меня, например, 2 пары. Это Sennheiser HD280 Pro и Audio-Technica 40. Вот очень влияет на звук. Так, что я дальше еще хотел сказать. По звуку. Как я уже говорил, я был очень удивлен. Реально вот не понимаю производителей. Вот как можно было поставить вот это сюда? Это же для них вот это вот, ну это копейки. Почему нету шунтов после электролитов сглаживающих? Вот эта доработка, по сути, это копеечная доработка. Звук поменяла в корне. Сказать, что он на ступень выше стал, ну как бы не больше. Звук очень приятный. Лучше он моего Пионера, выхода на наушников с Пионера А717. Это у меня, кто не знает, японец 87-го года. Нет, не лучше. Дарит ли она эмоции? Да, дарит. Очень хорошо играет. Я бы сказал даже по-другому, по сравнению с Пионером. У Пионера, конечно, там получается, по сути, А-класс целый. Но и это я вам хочу сказать, после вот таких маленьких доработок, и это я еще не менял вот эти конденсаторы, и тут еще не менял ничего. Я даже не знаю, что будет, если здесь заменить на какие-нибудь хорошие. Я уже заказал, кстати, об этом я сделаю потом ролик. Ну и вот такая вот копеечная доработка поднимает вот эту платку на новый уровень. Ну, я ее могу сравнить. Вот у меня был... Я брал с Китая Topping L30, который благополучно через пару-тройку дней я отправил обратно в Китай. Вот это играет для меня лучше. Сказать, что детальней, возможно, нет. Не детальнее Topping L30. Я уже, конечно, прям точно не помню, это надо сравнивать. Но дарит ли она эмоции? Да, дарит. Как я и говорил уже, Topping L30 мне не понравился. Бледный, скучный звук. Здесь нет, здесь есть эмоции. Вот я послушал на АК-4490 с Мюзесом 02 данный усилитель. Кайфанул. Послушал
с мультибитом на операционниках Muses 8920. И я хочу сказать, что я залип на пару часов. С мультибитом вообще просто вот эмоционально играет. До сих пор мне в голове не укладывается. Ну вот как вот это копейки. Почему не поставить это сразу? И не надо ничего лезть. Производителю это, по сути, не стоит ничего. Получается, они искусственно сделали звук хуже. Понимаете? И для чего, я не могу понять. Чтобы продавать более дорогие версии, более дорогие реализации? Не знаю. Вот. Подводя итог. Плата понравилась. Могу ли я ее советовать? Да. Если хотите недорогой бюджетный усилитель с очень хорошим звучанием, который будет дарить эмоции, берите, делайте вот как я. Самые оптимальные операционники здесь Oppo 134. И я вам говорю, реально вы получите удовольствие от прослушивания музыки. Это, конечно, не топовое что-то, но это очень хороший усилитель. Мне он понравился. Ну вот, как-то так, наверное, на этом я и закончу. Также еще немного пару слов в завершение хочу сказать. Не бойтесь экспериментировать. На самом деле, я тут ничего такого не сделал. Всю информацию легко найти в интернете. На форумах. Да, на форумах очень много мусора. Придется прочитать не одну сотню страниц. И, как правило, на эту сотню страниц, страницы 2-3 только настоящей хорошей информации, которую делятся грамотные люди. Основная масса это пустой треп, ну, так скажем, некомпетентных людей, не будем их называть плохими словами. Также много информации было раньше на YouTube-канале у Эдуарда Марилова. Жаль, конечно, он закрыл свой канал. Много я там полезного подчерпнул. Может быть, не все до конца понимаю там, так как у меня на самом деле нету электротехнического образования. Моя сфера деятельности вообще другая, не связанная с электроникой. Ну, частично. Вот. И я как бы самоучка. Всю жизнь меня интересовал звук. Вот. И как бы я не боюсь экспериментировать. Ну и вот кое-что о своих поделках выкладываю вам, так как легко исправить звук или там как поправить что-то. Но это в принципе элементарное все. Это не сложно. Более, наверное, профессиональные люди посмотрят, посмеются. Но для новичков это реально вот элементарно. И большого труда заменить конденсатор особо не составит. Но сразу хочу сказать, что если вы не умеете пользоваться паяльником и не понимаете, куда лезть, попрактикуйтесь на чем-нибудь ненужном. Или отнесите в мастерскую. Вот. Также очень много информации мне в свое время дал такой человек. Это дядя Федор. Много я по его советам делал. Он их все описывал. И всегда положительный результат. Сейчас вот он иногда выкладывает видео на канале On Fire. Так что вы можете там посмотреть. Он там, в принципе, на автомобильных усилителях примерно то же самое делает. Там, конечно, схемотехника сложнее гораздо. Вот, но по сути принцип везде один. Вот. Ну и другие ребята с других форумов тоже делятся полезной информацией. Много с кем общаюсь. Спасибо всем ребятам, которые делятся своим знанием. Это на самом деле бесценно. Знание это бесценно. А опыта еще плюс ко всему это вообще. Вот. Ну, наверное, хватит лирики. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.